Это кто нормальненько заболел, оказывается. Фильм называется «Звук свободы». Вы не поверите, вместо просто дождя еще и пошел какой-то мокрый снег. Я придумала, чем мне заняться, что мне поднимает настроение. Когда осознаешь, что это не какая-то фантастика или фантазия, чат, это реальность. Если я сейчас буду убираться, я сейчас наведу такую красоту. Оказывается, я так нормально заболел, горло очень сильно ночью болело. После вчерашней тренировки я чувствовал себя хорошо, но потом, когда поехал домой, хотел еще куда-то выйти, но реально состояние было такое, что не до выйти было. И сегодня в таком, так скажем, больном состоянии я пришел на тренировку. Это необъяснимо. Почему я пришел, я осознаю, я понимаю, что тренироваться в таком состоянии это не очень хорошо, в принципе. Но я не могу без тренировок, понимаете? Вот я сейчас пришел на тренировку, мне было очень плохо, я не мог даже говорить. А сейчас после тренировки мы просто отлично. Я согрелся, голосовые связки согрелись, я спокойно могу разговаривать. Но я уверен, если бы я лежал дома, я бы лежал и не двигался, и мне бы не стало лучше. Мне бы, может быть, стало хуже. А таким образом я самолечением, можно даже сказать, занимаюсь. Я таблетки особо там никакие не пью. Я лечусь чаем, там малина в основном, и все. Даже если там у меня очень высокая температура, я пью чай, и это мне помогает, поверьте, намного лучше, чем какие-то таблетки. Я приучил свой организм таким образом выздоравливать. Все уже лучше, это радует. Сегодня обязательно хочу выйти куда-то погулять, потому что опять у меня вот это домашнее состояние включилось, и я никуда не выхожу. Не переключаемся, ставим лайки, будет очень интересно. Поехали. Я надеюсь, больное состояние не ухудшится. Друзья мои, всем доброе утро. У меня день третий нахождения в Германии в одиночестве. И я сегодня решила делать уборку. Во-первых, мой окопчик там что-то немножечко приболел. И я понимаю, что мне надо себя чем-то занять, потому что я переживаю за это все. И знаю, что был бы он рядом, я уверена, что не заболел бы. Итак, как у меня сегодня большая уборка и большая стирка. У меня закончился порошок, и я решила, что все-таки надо выйти из дома. Уборки это хорошо, но надо выйти, чуть проветриться. И заодно куплю порошок, может быть шампунь, может быть еще что-то. Не знаю, на прогулку надо по-любому выходить. Друзья, извините, пожалуйста, за ветер. Я без микрофонов. Они остались в Украине, у мужа, которого я очень-очень жду. Если честно, сейчас опять уже я приуныла. Так с утра я пыталась себя бодрить. Туда-сюда, типа, все хорошо, все можно там настроить свою энергетику, как я хочу. Но сейчас я понимаю, что все-таки мне так тяжело от того, что он там, и еще и он заболел, а я здесь. Конечно же, мама моя позаботится о нем, я это все знаю, и он там не пропадет. Его будут и кормить, и поить, и отпаивать чаями. Но все равно я иду и думаю, почему все так? У меня есть любимый муж, а так сложилось, что мы вот вынуждены пройти такой путь, на который мы еще год назад вообще не были настроены, конечно. Мы себе шли по другим планам, но так сложилось. Короче, ребята, опять печалька на меня напала. И надо как-то с этим справляться. Я поэтому не стараюсь делать какие-то дела, чтобы не впадать ни в какие депрессии, потому что вот какое-то бездельничество — это первый путь к тому, что на тебя нападет хандра нехорошая. То есть нельзя себе позволять ничего не делать. Сейчас я приду, продолжу уборку, и, наверное, меня отпустят. Ладно, ребятки, пожелайте Акопчику выздоровления, и чтобы он был со мной еще вчера, срочно. В общем и целом, друзья, вывод мой таков. Везде хорошо, где нас нет, как говорится. В каждой стране есть свои плюсы и минусы, и надо их принять. Если ты, конечно, не можешь ничего изменить. Если можешь, обязательно меняй. Поднимайся и меняй. И, конечно же, везде есть свои нюансы, к которым можно привыкнуть, и ничего в этом страшного нет.
Но надо всегда стараться делать что-то хорошее и становиться лучше. Такие у меня бывают нападения, что я уже, если там возьмусь, такой я называю синдром Золушки, возьмусь за одно, потом другое, потом третье, десятое, и все хочется делать. Я люблю эти состояния, потому что мне кажется, типа, я так все очищаю энергетику и все несу в мир чистоту. Вообще-то убираться я не очень люблю. Точнее, люблю, но при определенных условиях, которые не всегда ты можешь себе сам создать. Но раньше у меня они всегда были. Это я должна быть одна в квартире, вообще никого не должно быть, чтобы я себе включила музыку, какую я хочу, громкость такую, какую я хочу. И тогда уборка у меня идет как по маслу. А если кто-то есть, то это уже, конечно, никакого удовольствия и все через силу. Поэтому, когда мы жили с Акопчиком, я его всегда куда-то провожала и спокойно себе в кайф делала свои дела. Напишите, вы любите убираться или нет. Я знаю точно, что не все любят. И к магазину, друзья, мне надо было проехаться 2 остановочки на трамвайчике. И сейчас я наблюдала такую картину. Еще ранее я замечала, что в кабине всегда по 2 водителя. Я подумала, типа, зачем 2? Они пересаживаются или что, или как. А теперь я увидела и поняла. То есть, когда на остановку подъезжает какой-то человек-инвалид, один водитель сидит за рулем, останавливает транспортное средство, второй выходит, опускает какую-то специальную такую типа подножку, по которой человек-инвалид спокойно поднимается, без всяких там усердий, он ему еще и помогает, завозит его, уходит, идет садиться типа в кабину водителя и едут дальше. Представьте, я просто восхищена таким отношением к людям. Мне кажется, у нас такого нет, по крайней мере, я не видела. Я пару раз наблюдала картины, когда эти инвалиды бедные не во все автобусы могут залезть. И, если вот люди просто сами им не помогали, то ладно, не будем высказываться. Но мне это очень понравилось. И мне бы хотелось, чтобы в наших странах тоже было такое отношение к людям. И вот чтобы так за них думали. Спасибо. Дорогие мои, с уборочкой я закончила. И сейчас вышла к вам похвастаться. Я позанималась, я сделала йогу, хоть и сегодня такую лайтовую, но на этих 2 недели, пока я здесь, и пока мы с Маринкой гоняли, бегали, я, конечно, вообще выпала из этого дела и вообще не тренировалась. Я позанималась, я молодец, я хочу вам нести позитив в ваши дни, хочу, чтобы вы тоже по возможности делали хотя бы какую-то зарядочку, это несложно. Вот я просто себе в Ютубе включаю там утренняя йога, любую можно найти, это все бесплатно, просто бери и делай, как говорится. Так что, ребята, нам надо очень много позитивной энергии. Я уже вам говорила, Копчик приболел, но он все равно пошел на тренировку, хоть я не хотела, чтобы он шел, но он меня уверяет, что ему так даже легче, что он разогревается и себя так лучше чувствует. Ну, хорошо, он взрослый мальчик, он знает, что он делает, но я хочу, чтобы мы все сами послали хороший позыв и благодарность Богу, и чтобы мой муженька не болел. Спасибо вам. Так что надо себя занять полезным делом, думать о хорошем, посылать хорошую, чистую энергетику моему дорогому мужу и молиться, чтобы все было хорошо. А я, знаете, вот просто этими мыслями я проснулась с тем, и думаю, если я сейчас буду убираться, я сейчас наведу такую красоту, и с этой визой все произойдет намного быстрее, чем типа нам сказали. Я понимаю, что это одно с другим никак не связано, но почему-то у меня вот эти мысли залезли в голову. Я вообще-то с уборкой не очень тесно дружу. Ой, это я открыла окно, что-то стукнуло, и я уже все переживаю. Господи. Короче, я одна в квартире, это что-то с чем-то. Я понимаю, что это все не связано, но все-таки же оно, женское сердечко, как-то может влиять на ход событий. Это я так думаю. Всегда мне муж говорил, что мы сами строим свою судьбу. И я думаю, мои мысли, вот я сейчас его жду, я сейчас навожу чистоту, порядок, все складываю, уже готовлю для него место, чтобы было ему где распаковать вещи. И это по-любому должно ускорить процесс получения его визы. Ему же сказали там от 3 недель, а прошло только
6 дней, и я уже хочу, чтобы был все, стоп, чтобы позвонили и сказали, все, приезжайте за визой. Всем хорошего дня, поддержите лайком. Друзья, ну, в общем, что происходит у меня? Я так-то нормальненько заболел, оказывается. Вчера хотел пойти куда-то, ну, погулять, что-то поразвеяться, но не получилось. Состояние было очень плохое. Горло у меня очень сильно болит, температуры нету, но, короче, такое нормальное болезненное состояние. Давно такого у меня не было. И эту ночь я тоже очень тяжело спал, потом тяжело глотать. Да, вот сейчас чувствуется, очень сильно болит. И, ну, в общем, это была самая тяжелая ночь, которую я пока что во время болезни пережил. Надеюсь, уже будет сегодня лучше. У меня там несколько задач, которые я сегодня хочу осуществить. Сегодня попробую сделать гораздо больше видеосъемок, чем вчера, потому что вчера мне было очень никак, и не вариант было что-то записать. Поставьте лайк, чтобы я выздоровел. Спасибо вам большое. Так, друзья, утром у меня хочу показать, как начинается обычно. Ну и каждый день я держу этот вид. Несмотря на то, что я болею, я все равно так живу. Я делаю себе яичницу из 3 яиц, потом я пью рыбий жир. Это что у меня? Это цинк, это магнезиум и глютамин. Это для того, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии. Вот эти, я считаю, самые необходимые. Ну, или какой-то возьмите комплекс витаминов и пейте каждое утро, и будет хорошо. Плюс ко всему к этому я обычно пил по утрам кофе, а сейчас я пью чай. Не знаю, я решил поменьше кофе сделать в своей жизни, потому что чувствую, что его много. Сейчас всего лишь 1 стакан, там в течение дня мне вполне хватает. И вот так размешиваю себе яички. Я туда еще и закидываю сыр, чтобы было чуть вкуснее. Что за вкусняшка меня ждет. Так, мне нужно сходить за водичкой, и я хочу пойти в ателье. У меня есть одни штаны, которые я хочу чуть-чуть поменять. Они не сидят на мне хорошо, но мне хочется, чтобы они сидели идеально. И поэтому сейчас зайду в ателье. Ателье у нас под домом, прямо на 1-м этаже. И потом схожу за водичкой. Чуть-чуть подышу свежим воздухом, а то хватает конкретно. Как хорошо на улице. Реально, я не могу долго дома сидеть, хоть и сейчас надо, приходится. Друзья, не представляете, как приятно работать с людьми, которые понимают в своем деле все. Вот я зашел в буквальном смысле, показал женщине, что мне надо делать. Она даже не задавала лишние вопросы там, а это как, а это то. Она единственное, что сказала, говорит, можете, пожалуйста, одеть, я на вас посмотрю. Я говорю, я чуть-чуть приболел, не хочу сейчас тут одевать, прохладно. Она говорит, да, хорошо, без проблем. Взялась за работу, сказала, завтра уже будет готово. Вообще супер. Супер. Обожаю, еще раз говорю, людей, которые профессионалы в своем деле. Это очень приятно. Так что старайтесь, пожалуйста, быть профессионалами в своем деле, чем бы вы ни занимались. Каждый раз, когда я вот в эту часть прохожу перед собачкой, мне так приятно, вот смотрите. Они вечно вот себе так играют. Чик-чик, чик-чик. Играете опять? Такие вообще милашки. Все время себе играют там, бегают друг за другом. Такие вообще приятные собачки. Ой, ты пришел? Ты пришел тоже? Хотят играть, все, маленькое внимание у них было. Собачки это просто радость. Это радость и все. И плюс ко всему у нас такая погода шикарная. Прям солнце не светит, но у нас плюс 9 градусов, понимаете? Уже все, зима закончилась. Сейчас я выздоровлю и ура! Буду ходить уже не в такой толстой куртке. Я, если честно, зиму не люблю, потому что вот эту толстую куртку, там пуховики одевать вообще мне не нравится. Я всегда любил там какую-то легкую футболку, максимум там какую-то кофту, шорты одел, пошел себе по делам. Короче, становится теплее, и это радует. Ура! Ура! Вот еще одна собачка, Буся называется. Буся! Привет, Буся! Привет, Буся! Играть с нами. Короче, дети, собачки это радость. Собачки радость. Напишите в комментариях, у кого есть собачки. И какой породы, конечно же, если есть. День 4 моего одиночества.
Что я вам хочу сказать? Все-таки взяла меня хандра, ничего не делание называется она. Не хочу ничего делать, не хочу никуда идти. Погодка вот видите какая, я для вас специально вышла. Я уже выходила раз 10 на такую прогулочку на балкон, постояла, дождь идет. Я не могу сказать, что это мне нравится, я не люблю дождь, и идти никуда не хочу, хотя планы у меня сегодня были с утра, я там пыталась себя взять в руки, потому что вчера я так и с вами больше не вышла в эфир, я не хотела, опять же, ничего делать, не записывать, не говорить. Что-то у меня такое настроение, я переживаю, а Копчик болеет, причем сегодня горло у него еще больше болит. А он еще обычно занимается такими самолечениями, там особо таблетки, какие-то антибиотики он вообще никогда не хочет пить. Конечно, я переживаю, я вообще не знаю, что делать. И сегодня я ему уже сказала, что я выезжаю к тебе, я уже не могу, я нервничаю, психую и ничего не могу сделать. И что я должна вообще переживать? Все, я еду. Ну, конечно, никуда я не поеду, это все только мои вот эти психи такие мимолетные. Надо быть сильными и держаться. Но настроения нет, как видите. Он улыбается на камеру, я же с вами когда он с вами там записывал, я тоже всегда на связи, я все слышу, но он болеет, и, конечно, мне от этого плохо. И сегодня я проснулась и смотрю, идет дождь, я думаю, ну еще этого не хватало. Хотела выйти просто чем-то занять себя, и я меньше думала, и чтобы я не хотела плакать, но дождь идет. И, кстати, я уже заметила, что тут, если начинается дождь с утра, то он может идти целый день. И, по сути, уже, ну, не первый раз такое было. Наверное, и сегодня то же самое будет. Ну, птички поют, слышите, как красиво. Надо благодарить Бога за то, что у нас есть. За то, что мы можем это все слышать, видеть и радоваться дождику тоже. Но то, что болеет мужа, это все равно расстраивает. А еще я постоял на улице, поговорил с соседкой. Соседка рассказала историю, какая хорошая Буся у нас на улице. Когда соседские дети были маленькие, она катала этих соседских детей на санях. То есть ее привязали к саням, она там бегала и катала этих детей на санях. Прикинь. Вот тут моя Буся? Танюшечка. Да, я сейчас просто видел Бусю на улице, и она такая ходит, такая хочет играть. Говорит, ты такая хорошая собачка, и соседка стояла. Мы с ней там чуть-чуть поболтали, и она рассказала историю. А сейчас я хочу посмотреть фильм, который называется «Звук свободы». Фильм тяжеленький. Если вы видели, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам этот фильм. А я после фильма расскажу свое впечатление о фильме. Танюшка, я знаю, что ты любишь со мной фильм смотреть, но такие фильмы я знаю, что тебе не понравятся. А фильм сделан на реальных событиях. Я больше люблю такие фильмы. Что, Танюшечка, там тоже будешь смотреть? Как чувствуешь мое солнце? Мое солнце все лучше и лучше. Чувствую с каждой секундой, когда ты с ним. У тебя очень болело горло. Уже потихонечку лучше становится. Ты не хочешь признаваться просто, я знаю. Я сильный, и у меня все хорошо. Все, я погнал фильм смотреть. Так, друзья, посмотрел всего лишь 15 минут этого фильма. Сразу могу сказать, это не для слабонервных, поэтому... Но фильм очень красиво, грамотно, без всяких там цензуры или чего-то такого снято, но фильм тяжелый. И когда ты осознаешь, что это явление, которое в фильме рассказывается, присутствует у нас в жизни, ты просто вот так мозги взрываются. Советую посмотреть, но обязательно учитывайте, не смотрите те, у кого слабые нервы. Тут никакой не ужастик, тут никакой там, не знаю, тяжелые сцены. Просто все, что передается в этом фильме, это по-настоящему было, и это реально очень сильно шокирует. Ладно, смотрю дальше. Это только первые 15 минут посмотрел. Уже час прошел, как я смотрю фильм. Короче, в очередной раз убеждаюсь, как нестандартное мышление может помочь выйти из той ситуации, в которой ты вроде не можешь найти выход. Поэтому всегда, когда у вас какая-то ситуация появляется, это я говорю от своего опыта, мы реально не сдаемся, мы не опускаем типа руки, ну все, а что поделать, типа даже сейчас в нашей ситуации, в нашей жизни такой период, когда
мы, по сути, должны сдаться. Но мы не сдаемся, мы идем, так говоря, на пролом, и у нас все получается. Обязательно получится. И сейчас в фильме, что я хотел сказать? Сейчас в фильме тоже рассказывает, как нестандартное мышление вдруг может помочь найти выход из той ситуации, в которой вообще невозможно выйти. И по сравнению то, что у нас, и то, что там в фильме, это просто разница очень большая. Короче, фильм мне очень заходит, очень нравится. Советую посмотреть. Обязательно посмотрите. Еще раз, фильм называется «Звук свободы», 2023 год. Ай, так скажу, хороший фильм с хорошей развязкой. Очень понравилось. Не хочу просто раскрывать весь сюжет, что там было, как было и что происходит в фильме. Я просто, когда смотрю сам фильм, я люблю просто смотреть, а не то, что я знаю, что будет, и уже жду этого момента. Так что, друзья, по возможности посмотрите прикольный фильм. Самое интересное, когда осознаешь, что это не какая-то фантастика или фантазия, чат. Это реальность. Это наша реальность, которая окружает нас. Мы хоть и его не видим, мы хоть и никаким образом с этим не соприкасаемся, но это все реальность. И это очень больно, когда вот такое происходит у нас в мире. Как любит говорить моя женушка, моя любимушка, мир не без добрых людей. И вот в этом фильме это просто ярый пример, как добрый человек просто взял и поменял судьбу. Ладно, посмотрите. Классный фильм, советую. Но смотрите по поводу слабонервных, то, что я говорил изначально. Тяжелый фильм просто. Если вы очень впечатлительные, лучше не смотрите. Если вы нормально относитесь, то спокойно можете посмотреть. Классный фильм. Итак, отчитываюсь, вы не поверите, вместо просто дождя еще и пошел какой-то мокрый снег. Вот как туда идти? Я видела в Ереване тоже выпал снег. А в Украине, в нашем городе, сегодня солнышко, Копчик говорил. Хоть он особо, не может пойти куда-то погулять, потому что ему реально надо вылететься и отлежаться. Я ему это настоятельно рекомендую. Прошу, укрывайся одеялами там, чтобы был в тепле. А тут на тебе. Я нашла выход из ситуации. Я придумала, чем мне заняться, что мне поднимает настроение, ребята. Я включила наши видосики из Европы. Мы там с Акопчиком вместе. Я смотрю и радуюсь, и улыбаюсь. И кто не смотрел, обязательно переходите, смотрите, потому что там, там такой позитив. Вот то все, что я всегда хочу нести в своих видео, есть там. И я сейчас смотрю и понимаю, конечно, надо быть искренними со своими зрителями. И поэтому, когда на душе паршиво, этим тоже надо делиться. Но надо уже закругляться. Я себе настроение почти подняла. Я взяла конфетки, друзья. Чашечку кофе себе налила. Поэтому вас тоже приглашаю на кофепитие. Наливайте. Давайте радоваться. Давайте быть на позитиве. Все хорошо. Все живы, здоровы. И это самое главное. Не очень здоровы, но мы обязательно поправимся. И все будет хорошо. Включаем видосики из Европы. И больше не раскисаем. Это я себе говорю. И вам тоже. И да, еще, друзья, я вам забыла сказать, что из болячек у меня тоже кое-что появилось. Вот на этом пальчике у меня как будто бы там какие-то 2 точечки появились. Типа нарывчик у меня когда-то уже было, причем на этом именно пальце. Такая болезненная вещь. Я не знаю, почему это происходит, с чем это связано. Может, это какая-то, я не знаю, реакция организма на что-то. Может быть, даже и на стресс. Я помню, я тогда так мучилась с этим пальцем, пока он там, вот этот нарыв весь вышел. Это просто был капец. Если кто-то знает, что делать. Вот я, например, просто сейчас налила теплую водичку, горяченькую, и насыпала соль, и вот так парю. Потому что, я помню, что я тогда так делала. Других вариантов я никаких не знаю. И вообще не знаю, что с этим делать. И вообще не понимаю, почему на одном и том же пальце это происходит. Что я делаю не так? Так, друзья, не смог я долго дома сидеть. Хочу чего-нибудь вкусненького поесть. А у нас тут хот-доги продают. Сейчас посмотрю, если они будут привлекать меня, то возьму хот-доги. А если нет, то нет. Так, друзья, меня не впечатлил магазин вообще никаким образом.
поэтому я, соответственно, не буду ничего брать. Все, двигаюсь домой. О, малышка моя, как ты там без меня? Я очень сильно соскучился. Я тоже скучала. Скоро я буду рядом с тобой. Так что не переживай, все будет хорошо. Понятно, друзья? Скоро я буду со своей малышкой. И все. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, чтобы ты только не болел, чтобы ты был здоровенький, это самое главное. Кстати, друзья, я целый день ничего не ел, и сейчас просто покушал, и мне стало просто на порядок лучше. У меня не было такого, когда, нету аппетита. Я всегда там в свое время кушаю 2-3 раза в день, как минимум. А сегодня только завтракал, ничего не ел. У меня состояние такое, ходил, не понимал, что происходит. Но заставил себя поел, и сейчас уже гораздо лучше. Я очень рада. Как ты это делаешь? Я не могу вот это делать. Вот это вообще, я хотел как-то сделать, у меня пальцы сломались, думаю, ладно, все, хватит. Ну все, друзья, на этом красивом моменте мы заканчиваем нашу рубрику. Помнишь, как ты показывала? Вот так. Вот так показывала, сердечко. Делает сердечко, я даже не знаю. Ну, что-то новое. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Обязательно посмотри предыдущее видео, оно очень интересное и очень классное. И все, увидимся. Пока-пока. Пока, друзья наши. Всем спасибо.